Аукцион окончен. Лоты проданы. И пока смертные радуются своим новым дорогим безделушкам, из тени выходят настоящие ценители древности. Вон там, в кресле, курит высокая испанка. И если вы ждете типичного тремера-затворника, то вы ошиблись с адресом. Рита – вольнодумец, техномант, странствующий эксперт и вампир, который слишком часто рискует чужими жизнями ради простого любопытства. Доктор Арчибальд Мендес. Интервью 3. Щелкается тумблер, диктофон. Итак, Рита, я могу к вам так обращаться? Конечно. А вы не против, если я тут немножко поколдую? Она поднимается, видно, что она очень высокая, где-то 1,80 м плюс каблук, очень худая, почти тощая, вся в черном, с черными вьющимися волосами, черными глазами, на ней черный макияж, черный маникюр, много украшений оккультного толка, и не очень, как может показаться, даже сережка-колечко посреди губы. И она хочет взять твой диктофон и поставить его на стол в другое место. Да, пожалуйста. Когда это происходит, под ним едва заметно подсвечивается какой-то оккультный круг. Ага. Я надеюсь, что это не беспроводная зарядка. К сожалению, нет. И вы не против, если я запишу себе копию? Она достает белый мобильный телефончик. Нет. Конечно же, записывайте сколько угодно. И она ставит его рядышком с твоим устройством. Заметно, что запись включается сама. Она не нажимает никаких кнопок, ничего не делает, просто на экранчике видно, что появляется запись. И, вернувшись в кресло, она закидывает ногу на ногу, так расслабляясь. Ну хорошо, Рита. Я начинаю всегда с одного и того же. Ведь ни одно исследование не может обойтись без четкой структуры. Так вот, расскажите больше про то, кто же такие эти так называемые тримеры, где они живут, как они выглядят, все, что вам известно. Все, что мне известно, боюсь, займет слишком много времени. Но если говорить очень кратко, нас обычно знают как колдунов крови. И в зависимости от того, кого спросить, вы услышите совершенно разные ответы. Чаще всего довольно негативные. Но я считаю, что большинство просто нам завидует. У нас есть магия, много прикольных штучек. Она так показывает на свои украшения, которые непонятны вампирскому обществу. А люди всегда боятся того, чего не понимают. Естественно, мы их называем капеллами. Наши капеллы обычно скрыты достаточно надежно, чтобы никто даже не знал, где они находятся. Конечно, есть исключения, но чаще всего это именно так. Угу. Значит, вы все всегда живете в капеллах? Это самое надежное место. Оно часто укрепляется и магией, и разного рода охраной из существ, гулей, и так далее. Так что да. Значит, вы как некая секта в секте. У вас свое государство или что-то вроде того. Правильно? Я бы скорее назвала это орденом. Это, пожалуй, ближе по концепции. Ну, по крайней мере, мне так кажется. А так, да, у нас есть своя иерархическая структура и законы, которым мы внутри нашего клана подчиняемся. Звучит занимательно. Хотелось бы на этом, конечно, остановиться подробнее, но давайте лучше поговорим про становление. Как выбирают новых тримеров? Почему им дают становление? Ну, учитывая, что мы занимаемся магией, естественно, чаще всего в поле нашего внимания попадают одаренные оккультисты. Это, пожалуй, номер один. Кто еще? Да, в принципе, кто угодно. На самом деле ситуации бывают разные. Кого-то становят по любви, кого-то становят потому, что нужна охрана. Но
если даже такое происходит, тем, кого установили не по правилам, скажем так, нетипично, от них ожидается нагнать те необходимые знания, которые им будут нужны для банального выживания. А это правда, что я слышал о том, что ваш клан появился совсем недавно? Недавно. Нет, ну может быть, по сравнению с тем, как появились вампиры, это можно назвать недавно. Я не настолько старая. Но в целом, да. Условно, не так давно. Значит, и кланового проклятия вы лишены? Знаете, как на это посмотреть? Кто-то считает, что это проклятие, кто-то нет. В данном случае я говорю о том, что наша кровь принимает чужие узы с большей благодатностью. Если такой, как я или кто-то подобный, выпьет чужой крови вампирской, мы станем зависимы гораздо больше сразу с первого глотка. Но я скажу так, это скорее отголосок того, что с нами делают наши старейшины, которые очень любят власть и очень хотят подчинять себе младших членов клана, как марионеток. Хотят те того или нет, мы просто должны с этим смириться, так или иначе. То есть вы хотите сказать, что вы также со своими подчиненными не поступаете, да? Не поймите меня неправильно. Я люблю контроль, но я ценю свободу, поэтому я стараюсь балансировать. Насколько могу. Ага. А они, значит, не стараются. Ну, хорошо, мы это запишем. Поверьте, некоторые из них абсолютно даже не думают о том, кто перед ними, кроме как инструмент. Это правда. Ну, хорошо. Если у вас какие-то особенности питания, особенности обучения, возможно, вы выбираете каких-то особых жертв. Если говорить про питание, есть, конечно, некое удобство в том, чтобы создать вокруг себя какой-то кружок оккультных любителей, может быть, любителей истории, или, может быть, просто студентов в университетах. В конце концов, многие из нашего клана обладают недюжим умом и любят преподавать. Да, кто-то из них, может быть, и был, и остается профессором. Такое тоже бывает. Поэтому вокруг нас всегда есть какие-то люди, среди которых можно выбрать те, кто может случайно вздремнуть в библиотеке, скажем так. После становления обучение проходит очень долго. Ну, сами понимаете, покрыть многовековую историю и знаний, и наработок. К тому же эта магия, дается она довольно сложно. Но это занимает годы. Конечно, кого-то выпустят из капеллы после обучения довольно быстро, в зависимости от тех задач, которые стоят перед новообращенным. А кто-то может провести там и 30 лет, и 50, вообще не видя не то что солнце, но луны не видя. Это довольно серьезно. Ну, 50 это действительно как-то чрезмерно. Но я думаю, что для этого есть свои причины. Хорошо. Но раз вы говорите про вашу структуру, иерархию, старейшин, правильно ли я понимаю, что сепарации у вас практически не происходит? Вы всегда зависимы от тех, кто выше. Это верно? Как бы мне не хотелось это признавать, но я считаю, что да. Даже если формально нас представляют тому же князю, глаза старейшин всегда направлены куда-то в сторону тех, кто представляет для них интерес. Ну, как, опять же, исполнитель. Я до сих пор бегаю по некоторым поручениям своего сира. Незавидная судьба все время быть у кого-то на побегушках. Впрочем, видимо, это того стоит. И раз стоит, давайте поговорим про то, а что же дает вам клан, про ваши дисциплины и так называемую тауматургию. Что вы можете поведать про нее? Скажу так. У нас есть довольно неплохой набор способностей крови. Это прорицание, с помощью которого очень удобно видеть сверхъестественное, в частности, различать сородичей, разного рода других существ, оборотней, призраков, да, кто бы там ни появился. Да, иногда оно дает сбои, но
В большинстве случаев это действительно помогает даже найти кого-то, кто очень не хочет спрятаться и навредить нам. Также у нас есть и доминирование, контроль сознания, если хотите. Тоже весьма удобно. Особенно этим любят пользоваться и наши старшие. Они не преминут это сделать, если кто-то начнет упираться. Часто именно этим держат в страхе, ну, помимо уз крови, конечно. Ну и, конечно, магия крови. Да, она так немножко мнется, видно, что тема щепетильная, но, учитывая специфику этой встречи, она говорит, ну, я надеюсь, мне не придется вас убить после того, что я скажу. Безусловно, не придется. Хотя, думаю, многие хотели бы. Итак, Это одна из самых охраняемых наших тайн. Однако могу сказать так, у нее есть разные школы. Вы сможете сами заметить это, если начнете общаться с кем-то из нашего клана более тесно. И у каждой ветви тауматургии есть свои эффекты. Она достает сигаретку и зажигает ее буквально взглядом. По крайней мере, так может показаться. Никакой зажигалки, ничего. Я надеюсь, вы не против? нет, конечно же, не против. Дым она выдыхает исключительно в сторону, куда-то, чтобы никого не смутить и не на технику. Я вот занимаюсь такими вещичками. Так сказать, повышаете температуру в комнате. Вы знаете, я видел от разных бродячих артистов подобные трюки. Они использовали белый фосфор, как-то зажимали в руке, намазывали на палец. Ну, я уж не знаю всех тонкостей этих фокусников. Но это конечно, не похоже на все то, что я видел. Все же, мне кажется, подобные вещи в наше время попахивают каким-то анахронизмом. Как будто бы времена колдунов ушли в прошлое. Вся эта техника, диктофоны, телефоны, спутники, машины. Если место вашей, как так бы ее обозначить, магии в этом мире, как вы считаете? Конечно, есть. Как ни странно, многие из моих старейшин здесь в Риме посчитают меня новатором, и это будет слово скорее негативное, чем что-то позитивное. Но когда я пришла уже на эту сторону не жизни, я поняла, насколько устарели многие практики. Да, я уважаю эти старые ритуалы и то, что было разработано за столько веков. Тем не менее, ингредиенты достать очень сложно. Какая-нибудь редкая животина, которая осталась в каком-нибудь единственном музее, которая тебе нужна прямо сейчас, например. Поэтому, например, моей задачей, которую я сама же себе и поставила, была переработка некоторых ритуалов на современный лад. Когда я узнала о том, что существует еще и техномантия, ну, сами понимаете, она бросает взгляд на телефончик, не смогла устоять. Хотя по велению и по указанию своего сира я, конечно, владею классической магией крови. Вот как. Значит, и в эту эпоху вы умудряетесь быть, как это сейчас говорят, в тренде. Ну, похвально. Хорошо. Тогда разберем какие-нибудь конкретные случаи. Что-то, что впечатлило вас или, возможно, ваших подчиненных. Это применение дисциплины или кровавой магии. Что вы можете об этом поведать? Она так слегка подкатывает глаза, как будто бы перебирая файлы в своей памяти, улыбается. Вы знаете, было так много всего, что даже сложно что-то выбрать. Применение дисциплин? Да, пожалуй. Наверное, одной из самых дерзких была попытка открыть портал в ад. Ну, не мной, конечно же. Говорят, этим занимаются те, кого называют инферналистами. Вот как. То есть вы утверждаете, что ад — это реальное место? Знаете, я не то чтобы верующий человек,
Но лучше пользоваться той терминологией, которую большинство может понять. Понимаю. Ну, действительно, действительно очень захватывающе. Надеюсь, мы еще коснемся этой темы и раскроем ее больше, если не сегодня, так когда-нибудь потом. Хочу уточнить у вас про то, а как же ваш клан относится к основным сектам? Камарильи, анархам, шабашам? М, Скажем так, необходимость создать Камарилью возникла, кажется, в конце 1490 каких-то там годов. И одни из тех, кто предложил эту всю идею, был наш клан. Конечно, многие, типа Вентру, Носферату и еще разные другие, они скажут, что они тоже сильно приложили к этому лапу, но на самом деле, ну, все же мы знаем а, эту, в кавычках, роль тримеров, как правило, при власти, скорее как советников. Да, есть много князей и тримеров, но, тем не менее, вот это решение создания Камарилии было одной из самых важных, которое принимал и наш клан. Если не на первом, то уж точно где-то на втором месте. Поэтому Камарилия — это основа той безопасности, которую мы строим сами для себя. Да, я вполне себе верю в ее состоятельность. Да, она несовершенна, но, тем не менее, я придерживаюсь ее взглядов. А вот Шабаш в целом, ну черт, ну что можно ожидать от агрессивно настроенной радикальной секты? Это разрушение. Я уверена, там тоже очень много внутренней политики, потому что, да, можно бороться со старейшинами, можно тешить себя надеждой на то, что рано или поздно ты, может быть, остановишь весь апокалипсис, в который ты так веришь. Но годы идут, и те, кто вчера был неонатами, они тоже как бы становятся старейшинами. И как вы собираетесь это решать, ребята? Уже не говорю о том, что так яро верить в Каина и в Бога, это, ну, тоже, на мой взгляд, не слишком дальновидно. Безбашенные ублюдки. Я воевала с ними в Хагене, и мне этого было достаточно, чтобы понять, насколько их поведение, насколько те действия, которые они, насколько ту разруху, которую они оставляют после себя, сложно потом очистить и отмыть. Не хочу иметь с ними дело больше, поэтому я стараюсь заниматься более дипломатическими социальными миссиями, чем бегать, кричать, стрелять, я не знаю. Действительно, зачем это делать самому, когда это могут сделать другие? Видно, как она Ладно. улыбается. Вот. А анархия, ну, скажем так, я с ними могу работать. И они со мной тоже, причем настолько, что, видя, что я нетипично лояльный член своего клана по отношению к окружающим, там, к своим потомкам, они звали меня к себе несколько раз. И я им вполне открыто несколько раз отказывала, потому что для меня сейчас это не несет большего профита. К тому же есть люди, сородичи, которые будут сильно мной недовольны, если я это сделаю. Хотя есть и те, как один из моих магистров, которые бы сказали: беги, Рита, бросай это все, беги. Вот. Но нет, как видите, я никуда не убежала. Что же у нас тогда с другими кланами? Я слышал, у вас есть враги. Такие враги, что вы даже кушать не можете при их упоминании. Да, за свою историю тремеры нажили много врагов, но, поверьте, тому есть довольно весомая причина в каждом случае. А так, из тех кланов, Они с сами которыми... виноваты. Что-что? Они сами виноваты, правильно? Конечно. Ну, то есть, учитывая, где сейчас наш клан и где сейчас они, я считаю, что все, что было сделано верно. Нас боятся, и если не уважают, то хотя бы помнят о том, где стоим сейчас мы, а где находятся они. Разве нет? Ну, хорошо. Ну, историю пишут победители, так что да, я согласен. Так что да. Были те, кто исторически мог бы называть нас своими врагами. Это и Цмисхи, и
салюбрии, ясамиты, кого там я еще забыла. Ой, ну, в общем, их достаточно. А если еще и на личности переходить, то там вообще список будет нескончаемый. Поэтому, честно скажу, что я отношусь к этому более спокойно. Я пытаюсь наладить отношения с теми представителями этих кланов, которые способны видеть во мне не только древнего врага клана, но и возможного союзника, пусть, может быть, не близкого друга, боже упаси, но, тем не менее, я всегда за то, чтобы с кем-то работать рука об руку, и я не вижу смысла кого-то там подставлять, как о нас тут думают обычно. Ну, скажу так, да, ублюдков среди нас не так уж и мало, потому что для того, чтобы прорваться на верхние ступеньки в клане, внутри клана, приходится жертвовать многим и многими, и чтобы получить те знания, которые так яро прячут в более высоких уровнях библиотеки. Ну да, приходится иногда платить высокую цену. Но мы сами вправе решать, готовы мы на это пойти или нет. Ну и хорошо. И исходя из всего уже изложенного, кем же вы запомнились среди других сородичей? Сложилась ли у вас какая-то репутация? А это смотря у кого вы спросите. В некоторых капеллах меня вообще видеть не хотят, а в других с радостью примут. Есть те, в которых 50-50, как говорится. Но в целом, да, я могу сказать, что у меня даже есть друзья. Причем не из моего клана. У меня есть очень хорошие друзья из Малкавен. Мы с ними пересекались, скажем так, в рабочих моментах. Я встречала довольно редкие линии крови на своем пути. Я очень много путешествовала. И если я еще жива, я считаю, что это уже большое достижение. Значит, мне удалось наладить какую-то хорошую связь. Черт возьми, я даже в какой-то момент познакомилась с каппадокийцем. Я считаю, что эти ребята настолько редкие, что мне просто повезло. Получается, ваши друзья — это безумцы и одиночки, правильно? Получается, что так. Ну что ж, мы сами пишем свою судьбу. И раз уж так написано, значит, так тому и быть. Давайте поговорим про отношения к своему клану. Давайте вспомним тех, кто его покидает. Я слышал, что если ты покинул примеров, то ты обречен. Правда ли это? Вот такие есть? Правда? Ну, вроде как существует. Покажите мне, кто это. Ладно, я шучу. Или нет? Да. Некоторое время назад, учитывая все поползновения шабаша в нашу сторону и их отчаянные попытки переманить некоторых из нашего клана, мы приняли, те, кто это делал, приняли серьезное решение, был проведен ритуал, и все, если не, большая часть, если не все, шабашиты, кто проходил ритуал братания, они были просто истреблены. Ничто не мешает повторить что-то подобное в будущем, но сейчас их проще отлавливать поодиночке. Честно скажу, я не вижу особенного профита бегать в одиночку и пытаться наскрести хоть какие-то знания, чтобы расширить собственные способности или получить какое-то магическое просветление. Она машет руками так очень экспрессивно по-итальянски. Те, кто уходит, они должны очень четко понимать, что либо они ничему особо не научатся после этого, либо их быстро найдут и убьют. У нас для этого есть специальные ребята. Либо и то, и другое. Вот как. Значит, вас лучше не предавать. Ну, что это на будущее? Ладно, давайте... Вы хотите присоединиться к нашему клану? Нет. Я никому не хочу присоединяться. Мое исследование для меня слишком важно. В общем, следующий вопрос. Что самое важное вы сделали в своей нежити? Из последнего, пожалуй, собрав некоторую скилловую команду, нам удалось предотвратить атаки на несколько важных
больших капелл, в частности, в Европе. Вот как. Звучит интересно. А кто атаковал? А, к сожалению, некоторые данные отчасти утекли в государственные службы специальные. И одни как раз из наших, из техномантов, мои близкие друзья, смогли раскрыть этот заговор и предотвратить нападение. Конечно, мы еще работаем над тем, чтобы почистить концы, убрать всех тех, кто мог получить какую-то информацию. Но я считаю, что это было довольно серьезным шагом с нашей стороны, и очень надеюсь, что это оценят сверху. Вот как. Но будем ждать их оценки. Вопросик для разрядки. Если вы встретите премьера лицом к лицу вашего прародителя, что вы ему скажете? Я думаю, что неважно, что я скажу это на его языке. Я всегда так стараюсь сделать. Учу очень много языков, чтобы говорить со своим собеседником на его языке. Это располагает. А в остальном, наверное, взяла бы у него интервью. Вы знаете, я тоже журналист в прошлом. Вот как. Ну, думаю, он бы не отказался, будь он тут с нами. Ага. Ладно. А теперь к чему-то чуть более серьезному. Верили ли вы в Бога до вашей смерти? Нет. Как-то, учитывая моих родственников, которые во многом занимались и вудуизмом, в частности, у них был особый подход к религии, пусть даже и к христианской. И учитывая, как современность пропагандирует разный подход к тому, как устроено мироздание, наверное, я сама выбрала для себя этот путь. Я не верю в то, что есть Бог или несколько божеств. Я могу поверить в то, что были какие-то могущественные сущности, и они, скорее всего, еще где-то есть. Но называть это Богом и верить конкретно в ту историю, которую написали, основываясь на этом образе, я бы не стала. Ага. Значит, не всегда истории, что написали победители, верны. Ну, тут я не могу не согласиться. Ну хорошо, ну а после того, как вы обрели бессмертие в своем посмертии, после того, как вы столько лет прожили в Италии, видели все эти храмы, вы, не знаю, возможно, даже знакомы с Папой Римским, вы ни капельки не стали верить больше? Я стала верить в некоторые другие вещи. В человеческую глупость, например. В то, что даже если это твой союзник, он тоже ошибается. Во что-то более простое и понятное. Да, есть такое понятие, как поколение у вампиров. И так или иначе, с каждым поколением наша кровь становится слабее. Это факт, уже доказанный. Но почему это должен быть Каин? И почему он должен быть первым? Может быть, есть кто-то до него, может быть, их несколько. Это никто не доказал еще. По крайней мере, я думаю, что так или иначе какие-то данные должны были бы быть. Но их нет. Я ученый, как и вы, полагаю. Вот как. Но я понимаю ваш научный интерес в этой теме и понимаю ваши сомнения. Но чем больше я изучаю, чем больше я спрашиваю, чем больше я пытаюсь понять этот мир, тем больше мне кажется, что за всем за этим горит чья-то яркая звезда, чья-то сильная воля. Неважно, прав он был или не прав, всемогущ или немощен. Мне кажется, что-то должно было быть. Но это лишь мое мнение. А исследование не терпит ничего мнения. Кто-то движет этой вселенной, так или иначе. Какой-то механизм за этим есть. Да, это я и говорю. И тогда последнее. Возможно, что-то из вашего прошлого, что вы хотели бы нам поведать. Прошлое. Она смотрит на себя, на черную одежду, которую носит уже вот с момента своего становления. Я выучила свои уроки и поняла, что не всегда цена настолько же невелика, как кажется.
Иногда мы платим гораздо большую цену за те знания, которые приобретаем. Или, как в моем случае, за вечную жизнь. Все говорят, что тренеры предатели, но, скажем так, о своем предательстве я очень сильно жалею. Для того, чтобы попасть на то место, где я сейчас, мне действительно пришлось предать человека. Человека, которого я действительно любила, который любил меня. И его убийство, и последующее, я бы назвала это даже издевательством со стороны моего Сира и тех, кто стоял рядом. Черт возьми, они ставили ставки на то, кто из нас выживет. Это оставило неизгладимый отпечаток мне. Я всегда буду об этом помнить. Независимо от того, делаю я что-то хорошее, как мне кажется, или плохое, у меня есть ориентиры. Ориентиры того ужасного, на что я способна. Ориентиры в нашем мире очень важны. Ну что ж, я думаю, на этом мы и закончим наше сегодняшнее интервью. Щелкает кнопка, и диктофон перестает записывать.